Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Денис Неведомский, адвокат, политик на связи. Денис, приветствую вас. Приветствую, Александр. Добрый день, друзья. Очень, как бы, двоякие впечатления от ночного обращения, ну, по нашему часовому поясу, ночного обращения Трампа к нации по поводу войны в Иране. В общем, будет бомбить, будет бить, самолеты будут лететь, будут всех бомбить. В общем, снова, скажем так, милитаристский стиль. Иран отрицает, что он запрашивал переговоры. Условия он как бы знает, он получил, но они очень жесткие и нелогичные. Поэтому, в общем, как бы мы понимаем, что зона вот этой неопределенности, что дальше будет с этой войной, она немножко становится шире. Но некоторые, и я их понимаю, там люди, которые комментируют выпады Трампа, называют его не иначе, как нытьем. Разделяете такую точку зрения? Или, в принципе, то, что мы видим, это просто спектакль, а на самом деле дела делаются, пока все смотрят, ну, условно, на руки, а рама, картина, они у кого надо, рама и картина. По Трампу нужно всегда следить за руками, а не за, скажем так, за словами. А относительно комментариев тех людей, которые называют нытьем, ну, давайте, наверное, посмотрим ближе все-таки к реалиям. Те люди, которые комментируют, пускай прокомментируют то, что происходит у нас тут. Когда вплоть до первого лица начинают упрашивать Зеленского о каких-то уступках, уходах. То есть это демонстрирует, скажем так, ну, гораздо более, скажем, миролюбивую, выскажусь так мягко, позицию, чем то, что делает Трамп на Ближнем Востоке. А, Смотреть на ситуацию в Ближнем Востоке и опосредованно в Украине следует, безусловно, через призму того глобального конфликта, который происходит. Безусловно, не главный противник является Иран для Соединенных Штатов. И точно так же, как в Украине, Украина не является главным противником России в данном конфликте. Это поле боя. Это, скажем, краеугольная точка, в которой происходит сейчас глобальный геополитический происходит глобальное геополитическое перераспределение, раздел сфер влияния. Об этом говорит, буквально кричит и Анкоридж, и переговоры Трампа с Си. Это свидетельствует о том, что мы стоим на пути нового мирообразования. И то, что происходит в Иране, безусловно, риторика Трампа кажется людям хаотичной, как и его действия, если не понимать суть, к чему он стремится. Главная цель Трампа – это контроль над Ормузским проливом, а значит контроль над странами, входящие в пул глобалистов. Основные ресурсы, которые проходят через Ормузский пролив, от них зависит глобальная монархия. От них зависит Великобритания, от них зависит Европейский Союз, находящийся сейчас под глобалистами, и, скажем так, Австралия, Япония. Соединенные Штаты не столь зависимы. Всего 20% на самом деле, если посмотреть на общее движение энергоресурсов, нефти через Ормузский пролив проходит. То есть есть еще другие ресурсы. Давайте посмотрим, кто зависит прежде всего от Ормузского пролива. Как мы сказали, это страны глобальной монархии. И их контроль, и их подковерные соглашения с Ираном, они создавали ту ситуацию, ту дестабилизацию и возможность в любой момент через свои рынки влиять на ситуацию в мире. А влиять это значит контролировать. Трамп борется именно с этим. Я не идеализирую Трампа, он всегда был жестким американским националистом, он всегда был республиканцем до мозга костей, он прежде всего преследовал свои собственные цели. Но в этом нет хаоса, в этом есть жесткая политика. Европейский Союз стал жертвой собственной, в том числе Великобритания, своей собственной политики, которую они называют либеральной. На самом деле глобалистская политика, основой которой является мальтузианская идеология. Был такой философ, британец Мальтус, который основой его идеологии считается противопоставление
добычи и производства ресурсов к производству, скажем так, населения. Так вот, по его теории, производство ресурсов росло в арифметической прогрессии, в то время как население растет геометрически. И, соответственно, через какой-то период времени перестанет хватать ресурсов. Отсюда антигуманитарная повестка, отсюда деиндустриализация, отсюда отрицательный отбор, чтобы ненужное количество населения не особо развивалось, не особо размножалось. Тут же, смотрите, тут же очень важный момент. Опять-таки, ненужное население. Вы очень классно сравнили Украину и Иран как средство, как поле боя, как события, которые решают другие задачи. И многие действительно замечают, что история творится на наших глазах, и условно все вспомнили сразу Путина, да, с НАТО, с угрозами о НАТО, его рассуждениях на Мюнхенской конференции исторические, там, да, вещи, которые он говорил. Слушайте, страшно подумать, там около 30 лет назад, практически, да, то есть 30 лет назад, вот условно. Понимаете, тут какая история? А если сравнивать людей, лишних людей, Иран, люди вообще на последнем месте, вы заметили? Все говорят о нефти, все говорят о СПГ, о проливе, о танкерах. Все говорят о том, что а как же люди? Подождите, финансовые рынки. То есть если в Украине слезливая вот эта история, которая тянется уже больше 4 лет, о том, что людей бьют, дроны залетают в окна, дроны бьют по поездам. Сейчас очередной был налет, обстрел, тоже показывают последствия. Там 6 человек, 4 человека, 3 человека, 1 человек погибли. То мы видим абсолютно другую повестку вокруг иранской войны. И вот с точки зрения нужных и ненужных людей, как сравнить как бы совершенно похожие по своей логике войны? Смотрите, здесь на самом деле больше пропаганды, больше информационной войны. На самом деле войны эти по методам ведения как разнятся, так и похожи. Нет, как в Украино-российской войне, так и в Ирано, скажем так, американской, нет цели массовых бомбардировок населения. То есть удары и здесь, и там, в принципе, наносятся по промышленным объектам, от которых, да, цивильное население опосредованно страдает, и по военным объектам. Нет критерия доведения до, скажем так, до ужаса населения. То есть, да, оно страдает опосредованно в любой войне, то есть, но цели другие. И в Иране также, да, есть эксцессы. Как в Украине, когда прилетало, и в России прилетало по мирному населению, гибли мирные. И в Иране погибло там больше 150 детей от американского удара. Но это не является целью населения. А вот то, о чем вы говорите, это очень важный аспект, что по большому счету, что здесь, что там, правительством наплевать на мирное население. Не просто на мирное население, на общество, на людей. Здесь мы сталкиваемся ровно с таким моментом. То есть война становится делом элит, делом глобальных интересов. Народы в этих, по сравнению с 20 веком, народы в этих, скажем так, разборках занимают далеко не первое место. Интересы людей отодвинуты глубоко назад. При этом в пропаганде очень используется для привлечения широких масс населения к участию в той или иной степени в этой войне. Рассказывается о том, что это все ради демократии, свободы, скажем так, братства, как это лозунги все эти известны. То есть цепляются за безусловные ценности, за аксиологические критерии и этим навязывают свою собственную повестку. Обратите внимание, народ здесь как разменная монета. Чем больше погибнет, тем лучше эта картинка будет продаваться. Но при этом задачи элит слишком далеко отдаляются от народа. Вот мы в этих конфликтах, которые сейчас происходят, мы столкнулись с тем, что, как говорил Владимир Ильич, слишком далеки они от народа. То есть и это
век информационных технологий становится уже слишком явный. Кто может задуматься об этом, осознать, что действительно происходят такие события, что элиты отдалились слишком от тех народов, которые они, по идее, должны представлять. Так а кто кому служит, понимаете? Вот мы действительно это очень важные как бы аспекты, подтексты, и через эту призму можно вообще в принципе докопаться до сути. Потому что условно, ну давайте честно, то есть в Украине воевать уже никто не хочет. Ну, то есть все навоевались. Эти соцопросы, которыми там пичкают и почуют всех на свете, эти всякие там отношения к событиям, к Донбассу, к этому. Вот это вот игра Зеленского. Причем это же, ну, прям видно, прям виден этот цирк. Прям ты видишь сюжет, как раскрывается, завязка, там, развитие событий, кульминация, развязка. И вот эти мини-серии, да, какие-то сюжетики, они же сопровождают, вот, они просто даже учащаются там из недели в неделю. Есть, конечно, длинная сюжетная линия, ну, например, как выборы через 12 дней или там через 10 дней в Венгрии, да, это там длинная линия сюжетная. Есть там еще более длинная там линия, там отношения, ну, вступление в Евросоюз, да, вот. То есть, ну где-то у нас комедия, где-то трагедия, где-то чистый фарс. Ну вот, предлагаю рассмотреть сюжетную линию. Выходит Зеленский и трубит на всех углах, в каждой подворотне о том, что американцы его душат, отдавать Донбасс. Они верят россиянам, россияне говорят, мы через 2 месяца его захватим, и будут новые условия. А он говорит, как можно им верить, они вот ничего не добились, они там такие-сякие, в общем. А Америка плохая, она меня давит, конкретно давит. Ну, вот это все поразгонял Зеленский. Раз, встреча с Кушнером, Уиткофом, онлайн-встреча, и говорит, меня пригласили, потому что... Ну, это же лютое позорище. Вы ездите туда как на работу. Это очень частый график встреч, имеется в виду американская и украинская сторона. И они просто понимают, что некогда договориться, поэтому вызывают Зеленского на эту видеоконференцию, чтобы он чего-то сказал. Все четко видят, что Зеленский это вот камень преткновения любых договоренностей. Он хватает пасхальное перемирие, говорит, давайте, я предлагаю пасхальное перемирие. Вот так вот. Ну, понятно, что до Пасхи еще как бы 10 дней, да, и, ну, тут такой тоже момент очень интересный, когда год назад он отверг это перемирие, и там это, видите, ну, помните, как было очень напряженно, то есть, но все наконец-то глотнули воздуха тогда на Пасху год назад, но Зеленский был против, говорит, они передислоцируются, они усилятся. Сегодня, через год, он говорит, они не усилятся, подумай, что там эти 3 дня решают. Но это конкретная вот эта игра, которую он раскручивает с американцами, непонятно только ради чего. Точка экзистенциальности войны очень сильно сместилась. Если вы говорите о том, что из каждого утюга, что война экзистенциальная, вот как они переводят в антигуманитарную повестку, что мы воюем не с людьми, а с орками, это война тысячелетняя, орда и тому подобное. При этом, объявляя войну экзистенциальной, они сами не воюют. Ни их дети, ни их ресурсы, ни их родственники, ни они сами в этой войне участия не принимают. То есть их война – это посылать других людей в окопы и на смерть. И, как я уже повторюсь, очень подходящее к этому выражению, что можно долгое время обманывать небольшое количество людей или короткое время всех, то всех долгое время не получится никак, особенно в 21 веке. И эта разница, вот эта проблема мобилизации, о которой они трубят. Да, если не проводить мобилизацию, фронт рухнет быстрее. То есть тенденция понятна, рано или поздно через несоответствие ресурсов это произойдет. Но так это будет гораздо быстрее. И для них мобилизация – это последняя спасительная соломинка. Но при этом никакие методы, которые не говорят о том, что там Сырский говорит, войдем в правовое поле, будем там аккуратно призывать. Ребята, это не проблема в методах. Методы – это, скажем так, до чего деградировала ситуация.
Даже лагерно, если вы будете за руки приглашать на Бентли каждого, привозить этого самого мобилизованного, она ситуацию не изменит. Как ты, скажем так, одну субстанцию не называй, она другой съедобной не станет. И если в обществе назрел уже такой запрос на мир, то вы его не перебьете ничем. Ни новыми бучами, ничем угодно, ни экзистенциальностью, ни лагерной мобилизацией. То есть, о чем мы начали наш разговор и к чему мы пришли? Что отрыв элит от интересов народа достиг критической точки. И вот то, что как раз оно происходит в мире, когда декларируемые ценности и достигаемые результаты реально настолько критически разнятся, что это приводит к взрыву. То есть, это этот мироперераспределение, оно назрело. Уже пришло к этому времени. Это не только в Украине. В Украине, как на поле боя, это является таким триггером, очень ярким эффектом. И мы наблюдаем, что элиты сосредоточены на спасении своей собственной жизни, своих ресурсов, своей власти уже вопреки интересам народа. Отсюда даже не проводятся никакие плебисциты, а вот эти заказные рейтинговые агентства, которые проводят эти Филькины опросы, уже людям даже смешно. Не надо далеко ходить. Люди уже даже не боятся, уже хотя бы в соцсетях не боятся. То есть просто зайти под любую новость о продолжении войны, о потужности в Фейсбуке, даже под вполне лояльными ресурсами для банков или прямо на них ориентированы. И 99% комментариев негативных. Но кто-то же и, ну, подождите, как это как про мышей и кактус, понимаете? То есть, ну, мы же видим, какие там топ-потужные новости. Гордон с вот этим Шлигерманом, в общем, ну, директором Firepoint записывает интервью на фоне там какой-то дуры, типа достижения ракетного потенциала Украины. И он рассказывает нам о чем? О том, что скоро будет ракета 850 километров, а россияне не могут сбивать баллистику, а у нас будет своя баллистика, и мы будем бить, уничтожать Москву, мы там сотрем в порошок вот эти все их объекты. То есть, и все, и как бы, понимаете, то есть, с одной стороны, у нас переговоры, причем жесткие переговоры. Я так понимаю, что делаю общий вывод, что американцам чуть-чуть надоело, да, вот это вся положение вещей. То есть, опять-таки, он говорит, американцы такие-сякие на меня давят, а потом хорошая конструктивная встреча. То есть нам после каждой встречи говорили, что она хорошая и конструктивная, но потом выходит Зеленский и говорит, ни к чему не пришли, ни о чем не договорились, это невозможно, в общем, отдайте Донбасс, а мы не отдадим. Понимаете? Вот точно так же и с этими ракетами. Сейчас мы вот ракеты, они полетят, всех развалят, и все. О, фламинго, разобрал орешник в Капустином Яру. И это все, понимаете, как бы людям нужно, чтобы что? Нет, понятно, что тут включается какой-то там, понятно, свой-чужой, азарт, вот это я болею за одну команду, кто-то за другую, это все, когда это тем более по телевизору, в соцсетях, это как футбол смотреть по телевизору, понимаете, кто-то на стадионе, кто-то по телевизору, громче кричать, радоваться, но по большому-то счету в твоей жизни ничего не изменится от того, что правда или неправда, что фламинго прилетела и развалила Капустин Яр. Тебе от этого станет хорошо, ну там буквально там, или плохо, или возмутит, или порадует, буквально там на минут 5-10, ну хорошо, полдня там с соседом пойдешь, обсудишь вот эту историю. Но по сути это не меняет ни ход войны, ни представления, ни смысл этой войны, которая всех достала. Почему ее не заканчивают? Кто реально бессилен ее закончить? Ну, давайте, да, начнем тогда с последнего. Почитайте комментарии людей под этими всеми новостями. Есть огромная, скажем, армия ботов, которые ура-ура. И есть комментарии людей, у которых странички чем-то хотя бы заполнены. Вот подавляющее количество людей радости не испытывает, потому что научились через боль, через лишение, через страдания, через моральное мучение, э,, анализировать и сопоставлять дважды два.
На недавнем интервью задавали мне вопрос по поводу того, как вот больно бьют по российским НПЗ. Да, говорю, как это повлияет на фронт? Да, это болезненный удар, неприятный. Особенно учитывая там по услуге, там, где крупные перевалочные как бы пункты. Но на войну это не повлияет никак. Учитывая разницу в ресурсах, на войну это не повлияет никак. Соединенным Штатам не надоела история в Украине. Соединенные Штаты диверсифицировали свою политику в отношении Украино-российского конфликта, возложив главные тяготы и лишения на участников, как ответственность, и финансовые потери на главного врага, глобалистскую Европу, Великобританию, которые, не имея на сегодняшний момент возможности экономического развития, то ставит под вопрос и финансирование, дальнейшее продолжение финансирования войны. Война в Украине – это чисто бабки. Больше ничего. И как только Великобритания и Европейский Союз перестанет вкачивать в войну деньги, и, повторюсь, не в Украину, в войну, они не финансируют Украину войны, они финансируют войну в Украине. И Трамп возложил на них все издержки. Даже оружие, которое уже в гораздо меньших масштабах поставляется американское, покупается за европейские деньги. И вот еще интересный вопрос по поводу 90-миллиардного кредита. Сейчас только ленивый в Европейском Союзе не обвиняет в этом Орбан. Вот будет очень интересно посмотреть, что придумает Кая Каллас и тому подобное, когда Орбан выборы проиграет и придет полностью для них лояльный мадер. Так для них Орбан – это притча во языцах, на которого можно валить все, вплоть до коронавируса и поноса. Почему Европейский Союз живет плохо? Потому что Орбан пророссийский. Не будет Орбана пророссийского. Что будет дальше? Какое дальше, скажем Ну, так, будет Фица, подождите. Фица будет пророссийский. да, простым человеческим языком, кто будет следующий от Маска? Выражение про короткую майку и длинное достоинство здесь очень хорошо подходит. Потому что здесь вопрос не в том, что есть какое-то лицо, которое блокирует. Европейский Союз уже давным-давно придумал, каким образом, когда ему надо, обходить все эти бюрократические препоны. Они уже давно наплевали на свое единогласие. И как только ситуация чуть-чуть изменится в плане блокирования, скажем так, Орбана, они придумают новые отмазки. Потому что нет у них этих денег, нет у них этих ресурсов. И Трамп в этой ситуации поступил как раз очень грамотно, чисто по-американски. Он перестал пытаться жевать эту давно пережеванную жвачку, там занимаются Витков, оно вяло текущее идет, он понимает, что здесь решения не будет. Когда на поле боя находится не одна, а несколько противоборствующих сторон, то достичь мира невозможно, если хотя бы одна из них против. А глобальная монархия против. Она не может допустить прекращения войны в Украине, потому что если этот фронт рухнет, рухнет сама основа глобализма. Они проиграют свою главную войну, потеряв ресурсы и не имея возможности контролировать ситуацию под Россией, которую они надеялись распилить. То, что происходит в мире, это дополнительный, еще более мощный удар, кроме возложения на Европейский Союз издержек по российско-украинской войне. 20% это для Европейского Союза 90% того, что они сейчас получают. Они, несмотря на все санкции, до сих пор получают российскую нефть, с которой, кстати, Трамп снял санкции. Трамп всеми силами делает так, чтобы их идеология, на чем она была построена, чтобы она ломалась. Второй момент – это их зеленая повестка. Они сами себя деиндустриализировали. Они сами уничтожили свою ядерную энергетику. Они сами санкциями в санкционной войне с Россией лишили себя возможности доступа к дешевой электроэнергии, на которой зиждилось в нулевых годах их финансовое господство в Европе. Они сами поссорились с Соединенными Штатами и уже оттуда не могут получать ресурсы. И блокируя таким образом, Трамп издевается над ними. Он говорит там, ну, вы НАТО, вы нам не помогаете, Армузский пролив мне лично не нужен. То есть Трампу даже выгодно продолжение этой войны с точки зрения контроля над этим проливом. Тут же тоже интересный момент. Financial Times пишет о том, что они уже рассматривают возможность, там, Эмираты и так далее, трубопроводы строить. Обойти. Труба.
ну, там, наверное, я так понимаю, что это по плану Нетаньяху, потому что он же все в первые дни войны он так раскрыл. Значит, сейчас Нетаньяху говорит, что Иран уничтожен, уже угрозы не представляет. Окей, но он же четко сказал, а давайте через наш порт трубу протянем, да, от вас, арабы, и будете там транзит, вот эта вся история. Вообще, если честно, ну, какое-то колесо идиотизма, колесо истории, понимаете? Идиотизма истории. То есть, значит, у них танкеры, все, Армузский пролив. Нет, давайте трубу тянуть, ну, к другому порту. И это прям серьезно рассматривается, пишут сегодня пресса, о том, что вообще непонятно, сколько это будет продолжаться с этим Ираном. То есть, поэтому надо прям закладывать и строить трубопровод. То есть, мы страна, мы сейчас просто на параллелях, да, с Украиной рассматриваем эту ситуацию, у которой была разветвленная сеть этих трубопроводов. Дружба это, нефтепроводы, да, то есть газа, ГТС украинская. Все, то есть последние годы, пока она там функционировала, ее там до конца не заполняли этим газом. Но были периоды, когда прям шло очень много и серьезные транзиты. Украина деньги получала и откачивала, и пользовалась этим газом. Об этом были какие-то скандалы на этот счет. Но тем не менее, мы все уничтожили, а потом рано или поздно все равно же вернемся к этой трубе. Все равно будут строить или восстанавливать, или новую строить. И все равно будут качать. Просто, поколение, одно там, например, или два, получится в яме от этого, да, а другое будет как бы развиваться. Ну, то есть должно провернуться вот эта как бы рулетка. Ну, хаос вообще это высшая степень порядка. И появление новых возможностей – это всегда следствие кризисов. Кризисы сами по себе, войны сами по себе, они кризисы не провоцируют. То есть это катализатор давно назревших изменений. То, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, это глобальное перераспределение. Украина, скажем так, в этой ситуации тоже страна, подвергшаяся так жесточайшей экспансии. Когда в очередной раз мне рассказывают о том, что вот украинцы такие продажные, такие вот глупые, что вот они вот взяли там и убили свое будущее, свое процветание, да, с одной стороны, результаты на это указывают, но с другой стороны, степень воздействия, под которой подверглась Украина, в том числе за счет продажных элит, которые свое личное благополучие, свою личную безопасность поставили над интересами народа, способствовало тому, что нас вскрыли как консервную банку. И если немецкий народ в свое время за счет того же самого ресентимента, который является сейчас доминирующим в украинской национальной идеологии, после поражения в Первой мировой войне люди искали какие-то точки соприкосновения или искали какую-то точку опоры. Они нашли ее в Гитлере и глобально просчитались. И высокоинтеллектуальная нация, у которых много научных, философов, мыслителей, даже перечислять не хватит нашей программы, поэтов, превратились в моральных уродов, которые уничтожали людей миллионами. И это было в их идеологии. То что говорить об украинцах, которые попали в такие же жернова истории? Да, результаты говорят сами за себя. Но, ребята, история говорит о том, что если народ один попадает под такое давление и не находится национальных лидеров, которые могут вывести их из такого коллапса, то всегда происходит трагедия. В Соединенных Штатах, напомню, если помните, был такой эксперимент во второй половине прошлого века, называлась «Третья волна». Там учитель школьный провел эксперимент. Он на уроке истории, когда дети ему задали вопрос, а как это вот так, такая великая европейская нация, как немцы, превратились в стадо убийц. А он провел эксперимент и показал, насколько это просто превратить здравомыслящих, умных, поодиночке людей в стадо убийц, в стадо одержимых фанатиков. Мы стали жертвами этого всего. Когда последовательно в течение нескольких поколений нас превращали в орудие убийства. Я так понимаю, что в этом вопросе, опять-таки, это же тоже стереотипное мышление во многом.
Ну, что как бы материальное, это типа главное. Материальное вообще не главное. Вот я все-таки вот через поколение про, значит, э, танкерный газ, нефть, а потом трубопроводный. То есть, понимаете, почему человек может отдавать и отрывать от себя, когда, как вы выше правильно сказали, элиты только накапливают, богатеют, у них там флешки с биткоинами, там всякие там миллиард на флешке в крипте. Это же, помните, был период, там буквально недавно, пару месяцев назад, про Миндича, что он там вывозил эту флешку. Все как бы забыли. А где Набу? Набу! Ау! Нет Набу. Понимаете, вот сейчас, на данном этапе, все ровно выполнили какую-то определенную задачу. Ну, например, задача убрать с должности Ермака. Ну, например. Да, мы же помним, там много пресса писала, и все. То есть они жируют, перераспределяют там между собой сферы влияния, капиталы, богатства. Кто-то спасается, эвакуируется, кто-то сидит для виду, кто-то реально кого-то обезжирили, и он сидит, потому что, ну, чтоб не вышел и не претендовал на свои же активы. Кто-то за эти активы судится, на кого-то санкции. То есть это вот все про деньги там. А людям, вот сегодня во Львовской области 92, по-моему, 92 гривни соляра. Я даже не хочу дизель это называть. Соляра 92 гривни. А нам всем рассказывают, смотрите, а давайте сравним курс евро, а сколько там платят в Европе. Типа в Европе дороже, чем в Украине. Нам к этому типа не воняйте, не скиглите, как помните, Азаров говорил. У них дороже, а тебе должно быть от этого легче, когда у тебя соляра стоит 92. Так а что с пассивной? А дальше, дальше, дальше. Где находится эта стадия, когда через свой конкретный маленький шкурный интерес, через свою зарплату бюджетника, через свои какие-то возможности бизнеса ты переступаешь ради чего? Ради того, чтобы ослабить Россию. Ну или там, да, или, в общем, не сдать Донбасс. То есть тут же тоже ведь это подоплека очень важная. Западный мир основывался на капитализме, на ценностях, на заработке, прагматизме. А это вообще история не прагматичная даже для любого украинца. Основная война, повторюсь, между суверенными государствами с традиционной моралью, традиционными аксиологическими ценностями и глобалистами, задача которых антигуманитарная повестка и обязательное стирание вот этих вот моральных, семейных, традиционных ценностей. За счет этого достигается контроль. И все глобалистские теории, они строятся на сугубом потреблении, на материализме. Сдабривается это все всегда общечеловеческими, безусловными лозунгами, ценностями: свобода, равенство, братство, демократия. Это все хорошее против всего плохого. Но на самом деле это идет война между суверенными государствами и глобалистами. И то, о чем вы говорите, это вот яркий пример, что украинцы сейчас лишены точки опоры, их традиционной ценности. Ну какое, ну извините меня, ЛГБТ в традиционной христианской стране? Ну, тот новодел, который они пытаются создать, нового украинского гражданина, которому они пытаются там, навесить на карманы историю казацтва, историю Киевской Руси, но это же на самом деле этого не, вот этого, то, что они делают, это никогда не существовало, они не жизнеспособны. Вы как у Пикассо соберите там из разных частей тела в неподходящие последователи, оно жить не будет, оно только на картинке будет, ту картинку, которую они создают. И то, что вы говорите, что вот там нам придется вернуться через 2-3 поколения, это в том случае, если прямо сейчас мы придем к переучреждению, прежде всего, социального договора. Если мы переосмыслим, если мы откажемся от ресентимента, если мы придем к базовым настройкам. Вот тогда у нас есть шанс через 2-3 поколения выйти хотя бы минимально на свой уровень как нации, как народа, обладающего прежде всего суверенитетом. С этой точки тогда можно будет читать уже 2-3 поколения. А то, что сейчас происходит, нас ждет гибель и ассимиляция. Давайте подумаем над этим, как это будет происходить. Вот смотрите, все равно же там
Как бы для ярких там заголовков, для каких-то там моментов, это все очень так ярко, громко звучит, но по большому-то счету, ну, смотрите, все ж не умрут. Ну, вот ну, 4 года воюют, ну, еще там 3 повоюем. У нас же много этих всех, там, Таня Черновол, которая там стала депутатом после смерти Порубия, там разные эксперты на разных вот этих, да, ну, и не пошла в Раду, да, разные эксперты, они же говорят, война еще на 2-3 года, да еще нормально повоюем. Да вот смотрите, Зеленский выходит на саммите в Буче, говорит, 89 тысяч с начала года, получается, за 3 месяца, да, убили россиян. А вот у нас показатель, KPI, ничего страшного. Да и вообще, что там той войны? Успокойтесь. Спикеры выходят на экран и говорят, вы думаете, вы придете в армию, вас убьют? Нет. Вся система заточена на то, чтобы вы выжили. То есть не бойтесь, нет там смерти в той армии. Да успокойтесь, чего вы там, да? Ну, все нормально. Иди воюй, там комфортно. Вся система ВСУ, он сырский, смотрите, какой был с этим интервью, как хоть к сердцу прикладывай, да? Прям и пусифика, и безболезненно, чтобы было, и вот это отношение. То есть и нам всем говорят, вот гибель, она сколько продлится? Вот что это за маркер, что это за диапазон 2-3 года, о котором все говорят? А флаги на кладбище говорят об обратном. И проезжая недавно на машине, ну, честно говоря, удручающее впечатление. Там в Украине традиция такая практически в селах кладбище находится вдоль дорог, вдоль трасс. И я вам скажу, что эта страна превращается в некрополь. И не то, что каждый год, а каждый день добавляет туда флагов. И это только видимая проблема. А с чем мы столкнемся? Кто останется в этой стране через 2-3 года? Какая будет мотивация у населения? Какой будет уровень моральной травмы народа? Я уже не говорю о экономических каких-то перспективах, о промышленности, которая уничтожена, то есть о в глобальном выезде мозгов из страны, когда остаются одни там, пардон, дякулы по селам, до которых еще ни разу дрон не долетал. Так сразу очень хорошо меняется мировоззрение. Вот вчера в Перечин в Закарпатской области и в Хуст прилетело. Раньше в Закарпатье не летало, а тут прям прилетело. И я вам скажу, что местное население взбодрилось. Ну, Правильно? вы очереди у ТЦК выстроились? Да, да, выстроили. Вы правильно сделали этот самый, заметили о том, что хорошо, когда оно по телевизору все происходит, когда ты футбол смотришь. И для тебя это какое-то некое соревнование. Или там по боксу, да, там наш тому навалял, то ли нашему наваляли. А когда люди становятся непосредственно участниками, когда на их глазах падает, взрывается и летит, то оно меняет мировоззрение. Увы, мы дошли до того времени, что умные слова, какие-то умозакления, они малое влияние на людей оказывают. Хорошо, Гораздо больше, а что тогда повлияет на этот переход? к сожалению, влияет только непосредственно личное участие в войне. Недавно он тоже трансформация сознания и этих людей, ну, честно говоря, по-человечески жаль. Я не издеваюсь над ними. Я вижу, насколько тяжело им дается эта моральная травма. И о тех людях, которые там являются там волонтерами, какими-то публичными лицами. Ну, не тех негодяев, которые на этом зарабатывают, а тех людей, которые по зову сердца. Их много на самом деле. Сейчас гораздо меньше, чем было. Но тем не менее. И когда они говорят о том, что да, мы там понимаем, что этот самый ТЦК это как бы ну, вынужденная мера, что они свою работу выполняют. Там. Э, Я, кстати, не считаю их вселенским злом, потому что они орудия. Другое дело, да, как говорил э, Ланселот в драконе Шварцевском, да, но почему-то стал первым учеником скотина, да. Но главная эта проблема, это то, что власть создала этот орган именно для тех задач, которые они выполняют. И выполняют так, как поставила эта власть. И вот когда люди, которые вот говорят, что там все правильно, там, ну плохо, да, ну неприятно, ну надо, и все равно, и вот надо родину защищать, там никто не создан для войны, там сейчас очень много таких вот мемов. Я не могу это назвать цитатами, заключением, потому что в них смысла ноль.
То есть они просто ярко звучат, это мемы. Это мемы, которые вот эти самые попридумывали служащие власти. Вот никто не создан для войны. И когда этих людей касается лично, кого-то из родных, мужа, там, брата, отца, дергает ТЦК по обычной схеме, ничего сверхъестественного, ровно так, как в 100% случаев. И эти люди оказываются, все, для них рушится мир. Это моральная травма навсегда. То есть они чувствуют ошибочность своего мнения. Человек не любит быть дураком. Умный человек сможет через это переступить. А слабые интеллектуально, там, живущие на эмоциях, там, творческие, скажем так, личности, для них это травма на всю жизнь. То есть они видят, что их мировоззрение обрушилось, что они были неправы. И они публично выступали с одним, а сейчас столкнулись с реальностью и почувствовали себя в шкуре других людей. И это массово в Украине происходит. Поэтому я говорю, что самое тяжелое, что нас ждет в конце, это даже не экономические проблемы. Это тот моральный уровень, который у нас будет. Крах нравственных ценностей, за которые люди страдали, умирали, боролись и в итоге оказались у разбитого корыта. Если, ну, более практическую плоскость попытаться перенести, скажем так, выход, да, для Украины сейчас. Вы долгое время работали судьей, вы фактически понимаете, как устроено вообще государство изнутри, да, вот это вот подноготное. Я понимаю, что сейчас все абсолютно перелопачено, и ну, вот это вот кризис в Верховной Раде, да, вот, которые сейчас вот эти депутаты, которые выходят там, начинают как бы воду мутить, все понимают, что это все как бы не о том. Это другие цели они преследуют. Но все-таки институционально у нас, простите, пока что парламентская президентская республика, хотя президента нет, есть исполняющие обязанности. Его исполняющие обязанности первая леди выходит и говорит о том, что это, конечно, ну, я уже привыкла быть первой леди. Ну, ясное дело, 7 лет никто так столько не был, да, то есть у руля, ну, или там первой леди, или у руля государства. Но тут другой момент. Мы, кажется, вот когда говорят о 2-3 годах, заходим, ну, в такой штопор, я имею в виду государственный, я имею в виду юридический. Я имею в виду, что убери вот сейчас, например, 5 мая, не проголосуй военное положение и мобилизацию, ну просто не проголосуй. Все просто рухнет, обрушится. То есть все вот эти их законы, которые они принимали, все, то есть все такое ощущение, что сейчас и держится на этом военном положении. Как из этого выпутаться? И если как бы люди, профессионалы, которые это могут сделать, или у нас, знаете, ну, мы идем уже и несемся конкретно в пропасть, и вопрос только в том, что с какой скоростью. Чуть притормозили, чуть набрали ход, но рельсы все равно закончатся. Но если само государство в лице власти, в лице Зеленского говорит, что нам осталось 2-3 года. Вот считайте, 2-3 года – это то, сколько эта власть планирует сохранить вот это вот образование, которое сейчас, во что превратилась наша прекрасная страна, если они сами себе отводят такой максимальный срок до эвакуации. Правового выхода из этой ситуации нет. Нет сил, которые смогли бы право привести к результату. Правовое государство рухнуло уже давно. Оно рухнуло в 2014 году. И то, что сейчас после этого, какие были приняты законы, каким образом видоизменялись органы власти, по каким критериям избирались на ключевые должности люди, каким образом отстаивались интересы кланов, а не народа. То есть распределялись ресурсы, иностранные, скажем так, агенты заполонили собой, создав суррогат гражданского общества, а потом органов власти, наблюдательные советы стратегических предприятий. То есть это все единая цепочка, звенья одной цепочки, которые привели нас к краху государства. Без глобального перестроения, к сожалению,
без перезаключения социального договора, перезакладки краеугольных камней уже ничего не будет. Но мы прошли точку бифуркации, при которой еще могли вырулить из этой ситуации с минимальными потерями. Как это ни прискорбно, нас ждет очень тяжелый, скажем мягко, процесс переустройства государства. Нету сейчас у нас союзников украинского народа. Есть при грамотном лавировании, при наличии политической воли, политических фигур, которых я сейчас не наблюдаю откровенно, которые могли бы использовать происходящий глобальный передел в мире в интересах Украины для того, чтобы найти ситуативных союзников, которые помогли бы нам выстроить новый суверенитет. Потому что вот эти глобальные переделы – это всегда шансы для государств. Как шанс погибнуть, так и шанс возродиться. При наличии таких людей, при наличии такой силы, при наличии политической воли у нас был бы, вот это был бы единственный шанс. Выстроить новое государство, новые паритетные отношения с нашими соседями, отказаться от ресентимента и начать диалог со всеми нашими соседями. Для того, чтобы построить новую парадигму, новую национальную идею. Осознать свою роль в славянской цивилизации. Не обязательно целоваться со всеми в десны. Но вы должны четко отстаивать свои интересы, быть вменяемым, адекватным и свои интересы соотносить с интересами своих партнеров и соседей. Денис, многие задаются вопросом, почему, ну, условно, Путин и Лукашенко, прям так люди и спрашивают в комментариях, почему они ничего не предлагают. Вот вчера Лукашенко вышел и сказал, нас ждет война. Я так понимаю, ну, съездил он к Ким Чен Ыну, как бы пропитался вот этой атмосферой, да, вернулся. Но он это говорит очень в понятный период, когда дроны летят по России с территории НАТО, прибалтийских стран, а он там рядом. То есть он как бы... Тут же как можно развернуть эту историю. Там Украина фронтир, Украина щит. Так Беларусь тоже фронтир получается. Ну, то есть тоже такая, скажем так, территория, которая... Поэтому ее там и оружием, и орешники разместили, и ядерное оружие там разместили. Почему почему они, казалось бы, да, не предлагают Путин с Лукашенко украинскому народу, людям, да, какие-то выходы? Вот вчера выходит Песков, говорит, отдавай Донбасс, чтобы не было жертв еще больших, ну и так далее. Ну, в принципе, понятно, да, посыл понятен. Но никакой перспективы нет. Сейчас ходит вот эта вот история, и она опять набирает обороты, что не хочешь типа идти в армию, чтобы тебя мобилизовали свои ТЦКшники, с которыми драки, поножовщина, мужик то с цепью, то рукопашную, то с пистолетами, то, ну, короче, то есть то газовые баллончики уже даже, знаете, это как атрибут понятен, но это ж типа свои. А вот придут путинские ТЦК, вот с ними будет тяжело. И в это веришь. Этим людям, которые это несут по телемарафону, веришь. Знаете почему? Потому что ты не видишь и не слышишь каких-то внятных, разумных предложений. Почему фигуры, вот эти, о которых я говорю, не становятся на сторону украинского народа, у которого нет союзников? И главный-то момент, вы когда анализируете вот эти 30 лет, да, ну там нашей независимости, ну смотрите, ну это вот сравнение там Макс и Телеграм, да, это вот просто проявитель. Ну, это вот как, это вот там жвачка, это как, не знаю, там, пепси-кола, да, и там лимонад черноголовки, понимаете? Ну вот, то есть всегда же тянешься к вот этому, западному. Оно же как бы классный маркетинг, все такое. Понимаете, вот точно так же и здесь. Понятно, что очень плохо с пиаром. И конкретные идеи, даже какие-то правильные, высказанные, могут не так вкусно выглядеть, как, например, западные, да, вот эти со своими Соросами, и со своими USAID-ами, и со своими вот этими программами. Однако, они ж ничего не предлагают во время этой войны. Более того, мирного пути нет. Лукашенко говорит, воевать давайте.
Во-первых, Украина не фронтир. Фронтиром она может быть, если имела бы четкую свою позицию и имела суверенитет. То есть она могла принадлежать кому-то, какому-то из миров. То есть, допустим, если бы мы стали там, Украина, условно, были частью НАТО, ЕС, мы тогда могли бы быть флангом и, как вы говорите, фронтиром. Мы являемся лимитрофом. Лимитрофом между двумя мирами, которые, как непрекаянная, всегда во всех, скажем так, глобальных войнах, начиная с наполеоновских, мы всегда и Северной войны, мы являемся полем боя. В этом трагедия наша, что мы непрекаянны до сих пор, мы отрицаем принадлежность свою к великой славянской цивилизации, в то же время пытаемся примкнуть, где-то пропетлять к европейской, но нас туда не пускают. Потому что для этого есть ряд культурных, исторических предпосылок, почему так происходит. И это уже давно пора понять, и уже сколько лбов, поколений порасшибали, а все равно продолжают это делать. Беларусь не является фронтиром, потому что Беларусь является частью славянской цивилизации. И они являются одним игроком с Россией. Они защищены ядерным щитом, они защищены, скажем так, с экономической, военной точки зрения, они союзники России. В отличие от того, что у нас реальных союзников, допустим, вторжение на территорию Беларуси однозначно бы спровоцировало вступление в войну России. Вторжение на территорию Украины не спровоцировало ни одну страну, которую мы называем союзником, на введение войск на территорию Украины для защиты интересов Украины. То есть использовать Украину как орудие в войне цивилизации, да, финансировать, чтобы было чем им стрелять и что есть в это время, но свои силы мы туда направлять не будем. Вот в чем разница между Украиной и Беларусью. Насколько хватит объединяющего этого цивилизационного клея для Беларуси и России, это тоже очень большой вопрос, очень большая проблема. Многим не нравится то, о чем я говорю, но тем не менее эта проблема есть. И как ты не говори, халва во рту слаще не станет. У нас внутри кризис славянский, славянская цивилизация находится в кризисе безыдейности. Да, те предложения, которые есть, они с точки зрения реалий, которые у нас сейчас, они релевантны. Но вы правильно сказали о картинке. Люди стремятся к лучшему будущему. Они готовы сейчас конкретно в этот момент приносить себя в жертву, но ради чего-то реального в будущем, прекрасного, великого, ради чего стоит рисковать, умирать и терпеть лишения. Пока этот кризис внутренний в русской цивилизации не будет преодолен, внутри цивилизации будет война. Самая страшная трагедия – это война не между цивилизациями, что является природной и логичной, а война внутри цивилизации. И вот этот кризис безыдейности, этот тупик, он сейчас приводит к тому, что гибнут простые люди в огромных количествах. Элиты на местах. Элитам ничего не грозит. И та беда, которая, скажем так, спеткала западный мир отрыва элит от народа, она также актуальна и внутри русской цивилизации. Элиты не гибнут, элит все хорошо. И с деньгами хорошо, и с ресурсами хорошо, и с перспективами неплохо. И швейцарские банки, и испанская недвижимость, и с той, и с другой стороны. А гибнут простые люди. И простым украинцам не интересно, чтобы какой-нибудь чиновник из Москвы купил себе очередную недвижимость в Испании. Восстановить целостность цивилизации возможно только путем изменений. А главная идея на сегодняшний момент русского общества – это чтобы как можно дольше прожил Путин, а и белорусского, чтобы как можно дольше прожил Лукашенко. Вот эта вот застарилость, зацементованность элит, она по большому счету очень сильно бьет по цивилизации, потому что сегодняшний день является лучшим, чем то, что будет потом. Потому что о будущем даже не задумываются. Вот как тоже было там, если Брежнев умрет, меня ребенком был, спрашивал, что война начнется ядерной. То есть ничего в мозгах не изменилось. Нет картинки будущего. Пока картинки будущего нет, будут кладбища сегодня. Так почему никто не вступает и не берет союзником украинский народ? А зачем, кому нужен украинский народ как союзник?
что предлагает миру украинский народ. А он консолидирован, а он суверенен, а он имеет возможность на свою собственную судьбу повлиять, чтобы кому-то быть интересным. Если ты с кем-то ведешь переговоры, а этот человек за базар не отвечает, извините, не имеет собственного мнения, не способен то, что он пообещал, выполнить. Кто будет такой, кому нужен такой партнер, такой союзник? Пока украинский народ сам себя суверенным не осознает, не выдвинет собственную интеллектуальную элиту и, более того, не сможет привести ее к власти, к управлению, украинский народ никому не нужен. Он будет страдать столько, как страдает потерпевший. Денис Неведомский был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо, Александр. Всего доброго, друзья. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео. С чем согласны, с чем нет, пишите в комментариях. Берегите себя и друг друга. Добра и света. Увидимся.